Сначала простое упражнение, просто ровная линия. Вот обычно их надо 2 нарисовать. Правильно рисовать движения, штрихи под острым углом к линии, которые начинаются точно от линии и заканчиваются примерно в одном месте более воздушным штрихом, чем в начале. Неправильно выскакивать за линию, когда штрих нестабильный. Начинать свой штрих недалеко от линии, таким образом создаются пустоты, и вот в этом месте вот такие, и вы потом очень сложно будет сравнять по насыщенности, туда влезть и не насажать пятен. Неправильно, когда штрих скачет, когда он разной длины, нажима, толщины, наклона. Неправильно, когда штрих начинается и заканчивается четко. Сделайте красивый мех. Причем то же самое, вы должны научиться делать маленький штрих, маленький и плотный. И потом можно по нему же как бы растяжку делать. Не должно быть видно перехода, просто должно быть от более яркому к более светлому. И вы должны начинать со штрихи прям вот четко от линии, прям научиться. И опять-таки движение должно быть очень быстрое, потому что медленно это очень просто делается. Движение должно быть прям примерно 4-5 штрихов в секунду. Верхнюю линию вы рисуете, всю заполняете от себя движение, нижнюю к себе. Те же самые движения абсолютно. Штрихи начинаются точно от линии, заканчиваются в одном месте. Штрих стабильный, быстрый и без пятен, нахлестов, пробелов. Все то же самое, что и сверху. Потом следующая линия, вы усложняете себе жизнь, вообще делаете ее как угодно. И опять, в 2 ряда от себя и к себе, потому что кому-то будет очень легко это делать от себя, допустим, штриховать. И пошли также везде. Кому-то будет легко, наоборот, к себе, допустим. Но надо владеть одинаково штрихом. Очень полезное упражнение. И к себе, и от себя. То есть это, если, допустим, это губы или брови, вы сидите, у вас рука должна быть заточена в любую сторону двигаться. Когда ты ведешь быстро, ты получается, рука скачет, то ты выскочил, то ты пошел не от линии, то ты насажал каких-то, то есть вот здесь вот же получается ты должен идти вот в эту сторону, угол-то все время острый должен быть, и получается нужно научиться где-то смягчать, где-то слегка изгибать, то есть без пробелов и выскакиваний за контур. То есть если это губы, это офигенное упражнение, которое поможет вам стабильный прокрас сделать, когда не надо возвращаться и закрашивать пробелы какие-то, которые возникли, и вот пытаться вот здесь вот закрыть, допустим, эту вот линию, и сажаются пятна таким образом.